В прошлом видео я уже показывала вот этих медведей и говорила о том, что пока Сережка дома, пока он не ходит в садик, я обычно вяжу что-то такое легенькое. Ну, в общем, я предпочитаю пока отвязывать вот таких вот легеньких маленьких медведей для магазина. И у нас сын сейчас не ходит в садик, потому что у него конъюнктивит. И вот эти 2 дня, вчера и сегодня, в садик он не ходит. Сейчас предстоящие выходные, я продолжаю отвязывать таких медведей. Теперь бежевых. Смотрите, вот этот у меня из Гималая Dolphin Baby, а вот этот из велюровой пряжи. То есть такая же плюшевая, но более тонкая. Вот, и сейчас планирую еще связать вот из такой, это софти, буду вязать в 2 нити, то есть я планирую, что по размеру он должен получиться ближе вот к этому. Но посмотрим, конечно же, результат я покажу. Так что потихонечку, пока Серега дома, пошла продолжать вязать вот этих вот медведей. Планирую связать их очень много в разных цветах для того, чтобы выставить на Etsy на магазин. Надеюсь, что их будут покупать, потому что они маленькие, вяжутся быстро и, соответственно, у них будет невысокий ценник. Вот, поэтому надеюсь, что они будут быстро, хорошо расходиться. Итак, смотрите, медвежат у меня поприбавилось. Я связала еще 3 розовых мишек в разных оттенках из Alize Softy. Вязала в 2 нити. Вот, посмотрите, такие вот они получились небольшие, хорошенькие мишки. И сейчас я опять же делаю фотографии. Но вообще процесс фотосъемки я сейчас снимать не буду. Просто расскажу, как это у меня происходит все в домашних условиях. Во-первых, должен быть хороший свет, желательно естественный, и поэтому я все это делаю около окошка, так как около окошка самого светлого у нас стоит кровать, и никуда от этого не деться, поэтому фотографировать мне приходится прямо на кровати. Чтобы это все не было мягким и не проминалось, у меня есть вот такая штука, сейчас покажу. Это кусочки ламината, просто сложенные в квадрат, вырезанные по размеру. Иногда я их использую как фотофон, но в этот раз я решила использовать как фотофон вот эту вот бумажную. Ну, это и есть бумажный фотофон. И вот в этот раз я решила использовать его, потому что я считаю, что по цвету он наиболее подходит, так как игрушки у меня здесь розовые. И вот здесь есть такие, видите, с розовыми оттенками вставочки. Поэтому я считаю, что смотрится, это все сочетается хорошо. Также я принесла сюда разные штучки, которые у меня используются для декора фотографий. Конечно, это не все, а я выбрала те, которые наиболее подходят здесь по цвету. Здесь вот есть дешевые цветы из фикс прайса, но они плохого качества, но в принципе на фотографиях смотрятся нормально. И есть вот разные вот эти дорогие, я не помню, где мы покупали даже. И вот с Алиэкспресс пионы и тюльпаны. Вот, на фотографиях все, и дешевые, и дорогие, смотрятся хорошо. Так, дальше я взяла сюда, принесла вот эту оберточную бумагу, но мне не понравилось, как она смотрится на фотографии, поэтому я решила не фотографировать с ней дальше всякие разные штуки, с которыми я тут пробовала. Видите, книжки, пробовала с книжками. Вспомогательная штука – это вот светоотражатель, потому что со светоотражателем, смотрите, без светоотражателя резкие тени, со светоотражателем он как-то тени немножко все равно смягчает. Ну, разница, я думаю, заметная, поэтому светоотражатель я использую. Я его заказывала на Алиэкспресс недорого, я не помню, он был там по большой скидке, я его решила взять. До того, как у меня был светоотражатель, я использовала просто белый лист ватмана. Вот. Но вот такой зеркальный отражает, конечно, лучше, чем лист ватмана. Дальше мой фотоаппарат и 2 объектива. Почему 2? Потому что один из них портретный, но он очень сильно приближает, и мне не понравилось то, что у меня игрушки просто не помещаются в кадр, поэтому я решила одеть стандартный, но у него качество съемки похуже будет. Ну, в общем, в принципе, меня устраивает. И вспышка, как видите, у меня она держится до проволоки, потому что у нее сломалась вот эта крышечка, которая держит батарейки. Кто сторис смотрит у меня в инстаграме, тот в курсе. Вот, и поэтому, ну, никак тут не сделаешь, скотч не держит, поэтому я примотала проволокой. В принципе, так как я не фотографирую мероприятия, делаю это все дома, для себя, занимаюсь любительской фотосъемкой, естественно, я решила, что, ну, вот, перемотанная проволокой, в принципе, меня устроит. И принесла я еще сюда
свой штатив для телефона, потому что хочу сейчас сделать несколько коротеньких видео для того, чтобы в магазине на Etsy загрузить их в листинги, чтобы покупатель, когда зайдет посмотреть товар, сможет посмотреть коротенькое видео. Я думаю, что это может быть решающим фактором к покупке. Вот, и по этому случаю у меня здесь еще вот эти вот игрушки, которые тоже я планирую коротенькие видео сделать для магазина. Вот, и вот он мой помощник. Очень много времени заняло редактирование этих фотографий с медведями, потому что вот этот ярко-розовый медведь, один-единственный, очень сильно выбивался из общей толпы. И этот яркий розовый цвет, так же как и красный, очень сложный в редактировании. Конечно, может быть, профессиональные фотографы не сталкиваются с такой проблемой, но я, как далеко не профессионал, для меня это очень сложно. Всегда, если в фотографии присутствует красный или вот такой вот ярко-розовый оттенок, у меня возникают с цветокоррекцией сложности. Потому что начинаешь выводить вот этот яркий цвет, остальные тогда цвета теряются, или когда подгоняешь остальные, более светлые, более нежные цвета, вот этот яркий розовый или ярко-красный выбивается, и еще он вдобавок бликует на окружающие его предметы. Короче говоря, вот красные и ярко-розовые для меня это очень сложные цвета. В итоге фотографии все-таки отредактированы, товар в магазин выложен, и надеюсь, что он будет продаваться. Что касается бежевых медведей, я их пока довязывать не стала, я их отложила и решила взяться за новый проект, к которому я сейчас уже приготовила вот целую корзинку пряжи. Не знаю, сколько я осилю, надеюсь связать по максимуму. Это будут разноцветные такие космонавты из игры. Сейчас я прикреплю фотографию, как они выглядят в игре. Я знаю, что кто-то таких космонавтов уже вяжет, я их еще не вязала. Я буду вязать без схемы. Ну и заодно, наверное, схему я по вязанию пропишу. Вот, возможно, выложу потом ее в дальнейшем для того, чтобы остальные могли таких же связать. Я знаю точно, что эта игра сейчас очень популярна, и она продолжает набирать популярность, поэтому я думаю, что этот товар должен пользоваться спросом. Именно поэтому я решила отложить сейчас все свои дела, которые я уже начала, и взяться именно вот за вот этот проект. Вот так. Посмотрим, что получится. У меня сегодня есть что вам показать. Я навязала этих космонавтов. Смотрите. Очень простые в вязании. Прям вообще. Очень примитивные формы, поэтому вязать очень легко. Так, это такой вариант. Но в игре у них есть еще разные шапочки, головные уборы в виде разных непонятных штук. Поэтому у меня есть еще вот такой в новогодней шапочке. Но шапочки я не пришивала, я их только пристегнула на иголочки для того, чтобы сделать фотографии. Но пришивать я их пока не стала, для того, чтобы, если произойдет заказ, чтобы я могла поменять шапочки, например, с зеленого одеть на голубого, к примеру, в случае заказа. Так, значит, есть у меня зеленый в новогоднем колпачке. Так, дальше. Оранжевый с яичком. Так. Далее. Розовый в короне. Это тоже все на иголочках. Пока не пришито. И еще у меня есть желтый. Вот с таким росточком на голове. Вот, я еще хотела связать красного, но у меня произошли такие расстройства по поводу красной пряжи. Цвет, сейчас скажу, какой это номер. Номер 318. Я не знаю, скорее всего, это была такая партия. Сначала я расстроилась из-за того, что она линяет. Видите, этикетка розового цвета.
Вот, я, конечно, из-за этого расстроилась, что пряжа линяет, но потом в Инстаграме мне девочки подсказали, что свяжи образец и постирай, посмотри, линяет она или нет. И я связала такой небольшой кусочек полосатый в полосочку красную и вот такую белоснежную. Постирала его сначала просто водичкой, потом еще мылом постирала. У меня еще полежал немножко в тазике, и потом я его просушила, но в итоге белый цвет остался белым, и красная пряжа не полиняла. Вот, но все равно сама пряжа, она очень сильно отличается по качеству. Я, конечно, очень надеюсь, что это только партия такая была. Вот, и что возможно заказать красную пряжу нормального качества, просто из другой партии. Но она какая-то прям очень сильно жидкий ворс у нее. Даже не знаю, как это объяснить, но она очень-очень тонкая, прям даже вот, не знаю, наверное, видно, что у нее сама нитка вот эта, на которой ворс садится, что она прям проглядывает аж через ворс. Вот, не знаю, думаю, заказать или не заказывать уже такую пряжу. Возможно, бывает такое, что в зависимости от цвета пряжа может быть какого-то определенного цвета, плохого качества. Бывает, что партия плохая. Я надеюсь, что это только мне такая партия попалась. Вот буду с продавцами консультироваться и спрашивать, в чем дело, может быть. Вообще, мне просто очень сильно нужна красная вот эта пряжа. Вот, и качество этого моточка меня очень сильно расстроило, потому что это буквально последняя красная пряжа, которая у меня есть. У меня были на нее надежды. Ну и, конечно, эти игрушки я уже пофотографировала. Сделала небольшое видео, опять же, для того, чтобы выложить у себя в магазин. Выложить этот товар, для того, чтобы его уже начали покупать. Сейчас видео небольшое и пару фотографий я вам сюда сейчас прикреплю, тоже посмотрите. Вот, и также в планах у меня, наверное, составить на них мастер-класс. Конечно же, бесплатный, потому что игрушка очень простая и примитивная. Я считаю, что делать платный мастер-класс на такую игрушку, это, конечно, не знаю, я не вижу в этом смысла. Поэтому я думаю, что мастер-класс я сделаю, скорее всего, и если сделаю, то он будет бесплатным. Вот. Но я вам могу сказать, если кто с этими персонажами не знаком, я вам могу точно сказать, что они очень сейчас популярны. Ну, посмотрим, попробуем. Я вам, конечно, о своих результатах потом расскажу. Надеюсь, что вам интересно. И расскажу, как они у меня будут продаваться и будут ли продаваться вообще. То я, может быть, зря вот этого всего здесь навязала в таких количествах. В общем, посмотрим. Девочки, отличная новость. Эти игрушки, они действительно зашли покупателю. Когда я их выложила на Etsy, у меня сразу же поступило 3 заказа на 3 игрушки. Вот, и сейчас, исполняя очередные заказы, я решила, что хочу убить 2 зайцев сразу. И в процессе изготовления игрушки на заказ я также снимаю параллельно видео мастер-класс для канала. Поэтому, если вы тоже хотите связать эти игрушки, то вы сможете связать их по видео немного позже. А если вы хорошо вяжете по текстовому описанию, то вы можете перейти на мой инстаграм. Вот здесь я оставлю никнейм. Также ссылку на свой инстаграм я оставлю в описании под видео. Вы можете перейти и связать их по текстовому описанию. Просто найдите фотографию вот с этими игрушками. Фотографию, которую нужно найти, я тоже прикреплю здесь к видео. Для начинающих вязальщиц или кто испытывает сложности при вязании по тексту, я вот записываю видео мастер-класс. Игрушка очень простая, вяжется вообще элементарно. Кто-то может и без мастер-класса такую связать, конечно, потому что действительно очень простые формы, и в исполнении игрушка очень-очень простая, поэтому можете тоже их вязать. И еще отличная новость, то что я также, когда мне будут поступать заказы, я буду отвязывать на видео, снимать, как вязать разные шапочки для этих персонажей, потому что у них есть разные прикольные шапочки, и с шапочками они, кстати, продаются лучше. У меня на сегодняшний день было запланировано целая куча дел. Мне нужно было сходить во много-много разных мест. И в итоге я просидела все время, провязала заказы и снимала видео. Вышла из дома только под вечер. Вот. А оказывается, сегодня у всех короткий день, потому что какой-то праздник. И я даже на почту не успею. Я вот теперь иду и думаю, куда мне теперь зайти, чтобы хоть что-то успеть сделать. Ну, холофайбер я купила. Холофайбер — это первая необходимость, потому что у меня он
совсем уже закончился, а мне опять же заказы делать надо. Вот, и я его купить успела. Теперь мне нужно еще зайти в книжный. Вот, кстати, зацените, какая у меня красивая штучка на голове. Мне мама связала. Девочки, мне очень страшно подходить к своему рабочему столу, потому что здесь полный трэш. Я вообще не знаю, у меня здесь такой завал, потому что мне и здесь надо поработать. Видите, у меня здесь все мои таблицы лежат. И повязать заказы, потому что мне в последнее время, вот последние 2 дня, мне приходит просто по 2 заказа на эти игрушки в день. Вот, я уже здесь приготовила конверты и весы, чтобы взвешивать, и ватман, чтобы снимать. Короче, я даже не знаю вообще, за что в первую очередь браться. Давайте хотя бы я вам покажу, чего я здесь навязала за последнее время на заказ. Вот красного заказали с яйцом на голове. Вот такого пурпурного, темно-пурпурный цвет, с веточкой на голове. Потом вот такого голубого в рождественском колпаке. И вот они два, темно-синий и темно-пурпурный, которые заказали без шапочек. И вот сейчас мне пришел еще один заказ, я переписывалась с девушкой, она опять хочет в темно-пурпурном цвете. Я не знаю почему, но почему-то заказывают вот этот вот мрак. Прям вот обратите внимание на то, какие цвета у игрушек, которые заказали. Вот просто я специально связала и выставила к товару фотографию с очень яркими цветными сочными игрушками, а заказывают в итоге чуть ли не черного цвета. Вот прям темно-темный. Он такой, даже не знаю, баклажан. В общем, девушка заказала вот в таком темном цвете. Мы с ней переписывались. Она сказала, что она хочет, чтобы у него были уши волка. И скинула мне изображение, как это выглядит в игре. И по фотографии, по этой картинке я поняла, что уши должны быть пушистыми. Поэтому я из запасов из своих достала вот хлопок-травку. Буду пробовать воплотить в реальность. В любом случае, перед отправкой я ей скину фотографию. Надеюсь, что у меня получится. Ну вот, как-то так. Вот такой вот завал. Поэтому я даже не знаю, за что хвататься. Наверное, в первую очередь я пришью шапочки вот этим вот оставшимся. Заполню конверты, подпишу, упакую их для того, чтобы завтра пойти на почту и отправить. Ну и потом уже приступлю к вязанию последней игрушки, которую сегодня только заказали. Вот. Ну, как-то, в общем, вот так вот. Ну, я не знаю, мне, если честно, страшно подходить к столу уже в последнее время. Давайте, как я и обещала, поделюсь с вами рецептом очень вкусных кокосовых сырников, по которому готовлю их я. Для приготовления нам понадобится 2 яйца, 400 грамм творога, 4 столовые ложки кокосовой муки, 2 столовые ложки сахара, чайная ложка без горочки соды, щепотка соли и растительное масло для жарки. Сначала вбиваем 2 яйца в наш творог, хорошенько перемешиваем. Добавляем сахар, соль и чайную ложку без горочки соды. Снова перемешиваем сначала ложкой, а затем блендером для того, чтобы получилась вот такая однородная масса. В получившуюся массу добавляем подготовленную кокосовую муку, это 4 столовые ложки. Обычно такого количества хватает, но если вдруг у вас творог слишком влажный, возможно, придется добавить еще 1 ложечку. И хорошенько нужно снова перемешать. Теперь у вас должна получиться вот такая густая кашица, которую в дальнейшем нужно замесить руками и обязательно не забудьте похлопать. Теперь эту массу нужно разделить на равные части, количество частей уж решайте сами, и скатать из них вот такие кругляшочки. После чего их нужно просто обжарить на сковородке на растительном масле. Уже готовые сырники можно украсить каким-нибудь творожным сыром. Очень хорошо сочетается с сыром рикотта. Можно полить сгущенкой, фруктовым джемом, добавить каких-нибудь ягод. Можно посыпать корицей или кокосовой стружкой, добавить орехов. В общем, очень вкусные сырники и вкусно вообще в любых сочетаниях.